Итак, уважаемые участники, со счастьем представляю вам нашего переводчика Елену Бондареву, которая эту встречу будет нам помогать проводить. Здравствуйте. Со счастьем представляю нашего учителя, друга, большого, такого сподвижника истинных коммуникаций и дружбы между народами Ребекку Сиерс. We are happy to present our beloved teacher, specialist, and a great promoter of this method in Russia, Rебекка Сиерс. И не только в России, а по всему миру. Это человек, который большой мастер создания коммуникаций дружеских. And not only in Russia, but all over the world, because Rebecca is a master of creating a friendly communication. Настоящий посол мира. And is a real ambassador of the peace. И с удовольствием предоставляю слово нашему великолепному гостю. So with pleasure, I pass on the word to our great guest. Oh, thank you so very, very much. And I really appreciate everybody's patience because my technology is not nearly as good as my passion for working with couples and training people. Я очень благодарю вас всех за терпение и извиняюсь, что мои технические навыки далеко уступают моим навыкам в обучении людей и в работе с парами. I appreciate again that you're here because of this topic, whether you're here professionally or personally. Actually, it's all really connected. Также очень ценю просто, что вы здесь. Спасибо вам за ваше присутствие. По какой бы причине вы здесь ни были, профессиональный у вас интерес или личный, на самом деле это все очень связано. And whether you're American like me, giving you greetings from Washington, D.C., or a Russian, living in an intimate relationship is actually the hardest thing any of us will ever do. И кем бы вы ни были, американцем или американкой, как я, передаю вам привет из Вашингтона, или россиянкой, россиянином, тем не менее, жить, находиться в отношениях всегда непросто, и всегда это требует каких-то вложений. And I just want to reassure all of you, I have a lot of passion and skill and effective things about working with couples. And just because I know it, I also still have to do it. It doesn't make it easy just to know it. И я также хочу вас всех заверить, что сколько бы знаний, и сколько бы интереса, и сколько бы любви к этой теме у вас не было, как, например, у меня очень много и настоящей страсти, и профессионального интереса, и знаний к этой теме. Все равно, когда мы находимся в отношениях, это требует от нас заново наших сердечных, душевных вложений, сколько бы мы ни знали, сколько бы мы ни выучили. So I'd like to start talking about why intimate relationships, why marriage, why love, that seems like it's going to be so easy and full of the joy when we first meet somebody, why it inevitably becomes difficult, because it's for all of us that happens. И я бы хотела начать с того, что мы все задаемся этим вопросом, почему отношения, которые начинаются так радостно, которые начинаются так прекрасно, и у нас всегда в начале так много уверенности, что это именно оно и все должно быть хорошо, почему неизбежно эти отношения приходят к состоянию, когда для нас все сложно, и когда мы ничего не понимаем, и не знаем, что происходит. And so when it gets difficult, of course, that's painful, extremely painful. And then when we have pain, we think maybe we're with the wrong person. And so many of us have made that mistake personally. And I think many of us who are professionals, when we see a couple in conflict, we think maybe they shouldn't be together. And I'm going to be talking today why that's not true. И наверняка, когда становится в отношениях сложно, вы, как и все другие люди, думали,
поскольку вам стало сложно, и вы ощущаете боль, эта боль заставляет вас думать, может быть, это не тот человек, может быть, мне нужен другой человек. И поверьте, так думает каждый, и к этому ошибочному выводу приходят практически все. И как профессионалы, работающие с парами, вы наверняка тоже, видя пару, иногда думали, странно, что они вместе, может быть, им не надо быть вместе, этим людям. Но я хочу сказать, что мы сейчас поговорим об этом подробнее, и это очень распространенная ошибка. Because, no one ever told us that we fall in love for an unconscious reason. Потому что, знаете, нам ведь никто не говорил о том, что мы влюбляемся по каким-то бессознательным причинам. We think kind of like Hollywood, we fall in love so we can feel so fabulous like we do at the beginning. Мы все, как в голливудском фильме, влюбляясь, ожидаем, что все будет так же красиво, да, и ожидаем такого же красивого голливудского продолжения. That wonderful infatuation and romantic love phase. Вот эта прекрасная первая фаза романтической влюбленности, такого взаимного проникновения, одержимости друг другом. But, no one ever told us that we really fall in love for deeper unconscious reasons, like trying to heal and get things that perhaps we need from our past. Но нам никто не сказал, что влюбляемся мы по глубинным, бессознательным причинам, в попытке исцелить раны прошлого и удовлетворить неудовлетворенные наши потребности. And that actually we only get attracted to people who unconsciously may actually remind us of things that we still need. И неосознанно нас влечет к людям, и только к тем людям, которые могут напомнить нам о тех вещах, которые нам требуются, которые нам необходимы. That means that we will fall in love with someone that seems spectacular at the beginning and then frustrating as hell a little bit down the road. И это означает, что тот человек, в которого мы влюбляемся, вначале будет выглядеть для нас замечательно, фантастически, превосходно, а далее, по мере того, как мы пойдем с ним по этому пути, мы вдруг обнаружим, что он абсолютно ужасен. So I'm going to be talking about why that is, and actually the skill about being in a relationship is knowing what to do differently when that happens. И я буду говорить о том, почему это происходит, а также о том, как важно в отношениях, когда это происходит, все-таки научиться действовать иначе. Because as far as I know, I have never met a couple, including myself, who didn't end up in that very frustrating point of thinking, what do I do now? This must be wrong. Потому что ни одной я еще не встретила пары, и я тоже не исключение, такой пары, которая не подошла бы к этой точке, где мы спрашиваем себя, так, все неправильно, все не так, что мне теперь делать с этим? And of course, those of you who, and that's probably most of you, have been in that situation, and then you broke up, or you got divorced, or you told a couple they shouldn't stay together, and guess what? They had the same problem the next time, and the next time, and the next time. Наверняка вы находились в такой ситуации, и, возможно, как терапевт наблюдали такую ситуацию, когда, оказавшись в трудном положении, вы или ваши клиенты завершают отношения, говорят, так, это все не так, все неправильно, мне надо это закончить. И потом, что же происходит? Вдруг неожиданно мы обнаруживаем себя или своих клиентов вновь в новых отношениях, но в той же самой ситуации. So we'll just start with the fact, if that's ever happened to you, or it's currently happening to you, you're a normal person and you're a normal couple.
Итак, мы начинаем с того факта, что если это когда-либо с вами происходило, или если это сейчас с вами происходит, вы нормальный человек, обычный человек, и вы нормальная, обычная пара, с вами все в порядке. Because it's awful when you think, oh, everybody's happy but me. Well, that's not true. Потому что, на самом деле, это, конечно, ужасное чувство, когда ты сидишь и думаешь, вот, у всех все хорошо, кроме меня, и только со мной что-то глубоко не так. So let's talk about some of the important relationship information we now know that nobody ever taught us, and then we'll talk about what to do differently. Итак, давайте мы начнем с такой очень важной информации, о которой, к сожалению, нам не рассказывают, прежде чем мы вступаем в отношения, а дальше мы поговорим о том, что же с этим делать. So one of the ways that I think is very interesting to think about relationships is that by the time we start to get into especially these deeper intimate relationships, we are all bringing a lot of baggage with us. Самое важное, что нам, наверное, нужно понимать для начала, это то, что, начиная любые отношения, мы приходим туда со своим багажом прошлого. We're all human beings, and we were raised by human beings, so we're not perfect, neither were our parents, so we still need a lot of things. И мы все приходим с определенным багажом своим. Конечно, наши родители, они просто живые люди, они сделали для нас лучшее, что могли, но мы несем этот багаж с собой. So it's really important that we all know, each and every one of us, we have a big bag called unmet needs. И нам нужно понимать, что каждый из нас приходит в отношения с удовлетворенные потребности. And in that bag of unmet needs, we have needs from our childhood and our past to be seen and understood and loved and respected, things like that we may need more of. И мы несем с собой груз неудовлетворенных потребностей из нашего детства, оттуда, где нам, возможно, не хватало любви, не хватало тепла, не хватало понимания, не хватало того, чтобы нас видели и слышали. And, when we don't get enough, we all got some, but we never got enough of all of those things. And when we don't get enough of what we need, then we experience pain or discomfort. И когда нам не хватает, конечно, какие-то потребности частично у нас всегда удовлетворяются, но, тем не менее, всегда есть и та неудовлетворенная большая часть, которая причиняет нам боль или дискомфорт. And so we're brilliant little people, and so we start to develop our piece of baggage called our defenses, so we don't feel that pain. И мы же с вами еще и умненькие человеческие существа, и мы с вами также заводим еще сумочку одну, в которой мы уже храним наши защиты, наши защитные механизмы. And some of us learn very early to pretend we have no pain, and some of us learn to exaggerate our pain. И кто-то из нас научился с самого детства притворяться, очень хорошо притворяться, что нам не больно, и скрывать свои чувства, а кто-то, наоборот, научился преувеличивать свою боль, усиливать ее. We're very creative about what we do to defend ourselves from psychological or physical pain. Мы с очень большой креативностью подходим к тому, что мы развиваем для того, чтобы защититься от физической или эмоциональной боли. So that's our second big piece of baggage, the defenses. И это еще одна часть того багажа, еще одно место багажное, да, которое мы несем с собой. Защита. We're starting to carry a lot around that we didn't know we had. Да, у нас вдруг мы обрастаем такими разными сумками и чемоданами,
которых раньше-то мы вообще и не замечали. And there's more. We also have a piece of baggage that we call lost parts of ourselves. И более того, у нас также есть такая часть нашего багажа, которая называется потерянные, утраченные части себя. Because all of us, ever since we were little, we got messages from our parents and our culture, our religious communities about how we should and we shouldn't be. Потому что все мы с самого раннего детства получали последовательные, настойчивые послания от родителей, от учителей, от тех людей, которые были для нас авторитетами, может быть, в области религии, о том, какими мы должны и какими мы не должны быть. For example, we get messages that you shouldn't be angry or you shouldn't be selfish, you should be nice. Например, вы наверняка слышали, что вам нельзя злиться, что вы должны быть милыми, что вы должны быть приятными, нельзя печалиться или еще что-то подобное. We get messages about our sexuality, we get messages about our intellect, we get messages about our emotions. Мы получаем такие послания по поводу всего, по поводу сексуальности, по поводу нашего интеллекта, по поводу наших эмоций. And so we adjust ourselves to fit in and please our culture and to please the big people like mom or dad or whoever was raising us because we needed to fit in. И мы приспосабливаемся и учимся удовлетворять требования тех больших фигур, которые для нас так критически важны. Наших родителей, нашей мамы, да, каких-то учителей, каких-то больших фигур, от которых мы зависим. And we were so good at that. We were such brilliant children. We grow up and then we think, that's really us. Oh, I'm a woman who never gets angry. You're a man who never cries. That must be natural. But it's not. И мы такие с вами умники и умницы, что мы прекрасно приспосабливаемся к этим требованиям. И во взрослом возрасте мы думаем, что это и есть мы. Да, это и есть я, такая приятная, милая женщина, которая не умеет злиться. И мужчины точно так же приспосабливаются к этим требованиям и думают, что да, вот я именно такой. Никогда не плачу, да, никогда не проявляю слабость. So there's a lot of baggage already there, our unmet needs, our defenses, and parts of us that are lost. И наш багаж пополняется наш багаж уже состоит, если вы помните, из неудовлетворенных потребностей, из наших защит, а также теперь он еще пополняется вытесненными, утраченными частями себя. And we're also carrying around in us what we call an image of love. И также мы несем с собой то, что мы называем образом любви. Like love feels like the people who first loved us. И любовь для нас ощущается такой, какой давали нам ее те первые люди, которые нас любили. Because our parents and our caregivers, they were the first ones to define that word for us. I love you. And so it began to feel like maybe the warmth of mother, but maybe the unavailability of father, for example. Maybe the what of mother? The warmth or the gentleness of mother. И тогда то, что давали нам наши родители и те первые люди, которые о нас заботились, оно для нас называется и определяется вот этим посланием «я тебя люблю». И параллельно с этим «я тебя люблю» идет еще какое-то ощущение и чувство. И, возможно, для нас оно записано также ощущением тепла от матери или ощущением эмоциональной недоступности и холодности нашего отца. It's like unconsciously love feels like the best and the worst from what we unconsciously remember of our parents.
То есть неосознанно для нас любовь ощущается на вкус, на запах, да, как лучшее и худшее, что мы записали от своих родителей, что мы помним, что мы впитали как ощущение и впечатление от своих родителей. And just think about it, it's true for all of us. Sometimes such nice people have been attracted to us, but we're not interested. We're interested to people who frustrate us and make us crazy. И вы же знаете это и помните, что иногда такие прекрасные люди за нами пытались ухаживать, да, и приближались к нам, но они нас не интересовали. И при этом нас интересуют и цепляют те люди, которые нас расстраивают, которые нас злят, которые вызывают у нас яркие чувства. So there's something deeper trying to happen when we find ourselves in that situation, and that is that something from our past is trying to still grow and heal. И нечто намного более глубокое, чем мы думаем, начинает происходить, вот когда мы оказываемся в таких ситуациях. И это наша попытка исцелиться, это наша попытка вернуться к этому материалу. And this seems to be true for all of us. You can't make yourself be attracted to someone. This unconscious baggage is looking for someone that will help you unpack it and heal it. И это происходит с каждым из нас. Мы не можем заставить себя влюбиться в кого-то. Это бессознательный процесс. И наш багаж пытается найти такого человека, который поможет ему распаковаться и который даст ему шанс на исцеление. You know, and so when we talk more in the future or study more in the future, we will really talk even more about this baggage. И когда мы в будущем будем говорить об этом, мы намного более подробно еще обсудим тему вот этого багажа и того, из чего он состоит. So right now, all you need to think about or be curious about is, oh my gosh, not only do I have a lot of baggage, but my partner or my future partner is going to have just as much baggage. Так что сейчас вам не надо об этом думать, вам надо только на одной простой мысли сконцентрироваться. О боже, ведь этот багаж, он же есть не только у меня, ведь и у моего партнера он есть также. Или, возможно, мой будущий партнер тоже придет со своим огромным багажом. О боже. Because remember now, some of us, like me, we're very good at exaggerating. And then, of course, I'm going to be attracted to somebody who pretends on the surface that he has no baggage, but he does. Потому что, как и многие из нас, мы, ну вот как я, к примеру, да, мы будем притворяться, что багажа нет. Например, вот я склонна к преувеличению, и я вполне вероятно буду... Меня будет привлекать такой партнер, который будет делать вид, что никакого багажа у него нет, и все прекрасно. So, I'll put a pause on that because we will be talking a lot more about what are we going to do with this baggage. Итак, мы будем говорить очень много о том, что же делать с этим багажом. And we do know from research now and many years of working relationally with couples, we fall in love with someone who has just as much baggage as we do. И мы знаем также из исследований и из того огромного опыта работы, что когда мы влюбляемся в человека, мы выбираем такого, у которого столько же примерно багажа, как и у нас. And this is a big mistake that many therapists make, thinking one person is more, as we would say in English, more together than the other person. And that is usually not the case. They both have as much baggage. Мы обычно имеем тенденцию считать, что у одного человека, скажем, этот багаж больше, то есть один человек нам кажется более проблемным, да, может быть, или причиной каких-то сложностей в паре, чем другой. Но это не так. На самом деле у одного человека столько же этого багажа, как и у другого.
The thing that we haven't understood in psychology is that they're just reacting to their baggage in opposite ways. And so one looks, oh, like I really care and I want this, and the other one looks avoidant. But those are both reactions to pain. Нам нужно помнить о том, что мы знаем из психологии, что они оба реагируют на свою боль, только чаще всего эти способы реакций, они противоположны друг другу. То есть там, где один говорит: «О боже, какой ужас, мне так плохо, и как это все больно», там другой имеет тенденцию устраняться, ну, скажем, эмоционально отдаляться, да, и делать вид, что ничего не происходит. So I want this to make sense. So what's the pain? What's the pain? Because again, one person will be feeling the pain and the other person will say, I don't feel any pain. So I want to talk about what's the pain. И для нас важно понять тогда, что такое эта боль, да, о какой боли мы говорим, потому что один человек будет сообщать о том, что ему очень больно, а другой будет говорить: да какая боль-то, я ничего не чувствую, все нормально. The pain is not feeling that wonderful, whole experience of connection. Болью является неспособность, невозможность почувствовать этот чудесный, теплый, замечательный опыт соединенности. That wonderful feeling of feeling safely attached to someone. Это чудесное ощущение безопасной привязанности к кому-то, с кем мы находимся. That warm, wonderful feeling that you have when you first fall in love, that this person will always be there for you and with you. Это чудесное, теплое ощущение, которое мы все испытываем, когда влюбляемся впервые, что этот человек всегда будет рядом. Because actually, that wonderful experience of connection is actually our reality. We are connected. That's our reality. Being connected. Rebecca, could you repeat the last phrase, please? Our reality is we are connected. В реальности мы на самом деле все связаны. То есть соединенность есть. It's like being in our mother's womb. Это ощущение, как будто мы пребываем в матке у своей матери, да, в материнском чреве. It's the feeling that we have when we first fall in love. That's the experience of being and feeling connected. Это то ощущение, которое мы испытываем, когда впервые влюбляемся. Вот эта замечательная теплая связь с человеком, который ощущается своим. And actually, you know, I don't want to go into the physics and the science of it now, but everything in the universe is connected, and we want to feel that. На самом деле, не хочу вдаваться в какие-то физические, химические подробности, но, тем не менее, мы знаем, что вся Вселенная едина, и все в мире связано, и мы все связаны друг с другом, и мы хотим ощущать эту соединенность. It's like it's in our soul. We know that connection, and we want to feel it. Это у нас в душе, мы знаем эту соединенность, и мы хотим ее чувствовать. And the only reason we don't feel it is when we start to feel pain, we become self-absorbed, and then we can't experience that connection. Единственная причина, которая мешает нам ощущать эту соединенность, эту связь, это та боль, которая заставляет нас чувствовать себя маленькими, как отъединенными. Когда мы погружаемся в эту боль, мы погружаемся в изоляцию, и мы как будто поглощены сами собой, и мы теряем это ощущение соединения. And so for those of you who are listening, who are therapists or helpers or, you know, maybe religious leaders, but anybody, what comes to our office
is just two people protesting the loss of that feeling of being connected. И если вы профессионал, работающий с людьми, если вы психолог или помогающий специалист, или, может быть, вы священник, да, и консультируете людей, единственное, что нам нужно понимать, когда пара приходит к нам в кабинет, что это два человека, которые протестуют против потери этой связи, против потери этой соединенности. Mm-hmm. And this is a big mistake that many psychologists and therapists make because they don't understand that this couple is just protesting how painful it is to not feel what they felt in the beginning. И многие профессионалы, к сожалению, ошибаются, не понимая, что эта пара протестует против всего одной вещи, против потери той замечательной теплой связи, которая была в начале. Mm-hmm. And couples don't understand why they feel so awful. They don't understand it. And then when they don't understand it, they make up in their brain, oh, well, this must be the wrong person because I've been trying hard. И пары не понимают, что с ними происходит. Они очень часто ощущают эту боль и пытаются ее себе каким-то образом объяснить и говорят себе, ну, раз мне так плохо, раз этой связи нет, значит, наверное, этот человек не тот, значит, я совершила ошибку, потому что я ведь так старался, я столько сделала для этих отношений. Mm-hmm. And so for those who are working or want to work with couples, we will spend a lot of time trying to understand that because it's so important that both people have such good intentions, but their actions look so opposite. И мы очень много будем обращать внимание на эту тему, поскольку для нас важно понять, как это происходит, и важно видеть, что, имея одни намерения, люди, тем не менее, совершают действия, которые ведут их в совсем другую сторону. And I'll talk about that a little bit when I talk about the brain. But я еще вернусь к этому моменту, когда буду говорить о мозге. I just want to start with this thought that what comes into an office, if you're a professional, what comes into the office are just two people protesting the loss of that wonderful, loving, happy feeling. И как специалистам, помогающим людям, нам обязательно нужно помнить всегда, что те двое, которые приходят в наш кабинет, это просто два человека, которые протестуют против потери этого чудесного, замечательного, теплого чувства соединенности. And so the professional skill right away in working with couples is going to be creating a sense of safety and an experience of connection for couples. И работая с людьми, самое важное для нас, что мы можем, и самое лучшее, и первое, что мы можем для них сделать, это создать вот это чувство безопасности и такое чувство безопасного пространства, в котором они снова смогут ощутить эту связь. And for anyone who's just trying to improve their relationship, you're going to start to think, how do I stay connected and understanding to somebody who may react to pain differently than me? И работая с человеком, который пытается улучшить свои отношения, вы можете настраиваться на него, да, и думать, каким образом мне нужно поддерживать связь с человеком, который испытывает боль по-другому и реагирует на боль иначе, чем я. You know, because both people, again, I want to say both people are doing the best they can, and they're handling their pain and their disappointment in opposite ways,
and they don't understand that about each other. И нам нужно также понимать, что эти двое, каждый очень стараются и делают лучшее, что могут. И они стараются справиться со своей болью и со своим разочарованием так, как умеют. И, возможно, у них это не получается. And it's not always true, but many of us women, we exaggerate our pain. And so we come across often as more verbal, more critical, not always, but most of the time. И не всегда, но чаще всего женщины имеют тенденцию преувеличивать свою боль и, скажем, преувеличивать эмоционально ее выражение. И тогда получается, что вербально женщины... Они выглядят как очень много говорящие об этом, как очень критичные, и создается ощущение, что этой боли очень много, да, и что они очень критичны и недовольны. And men, not only because of their brain, but their cultural messages, many men, and again, it's not all men, but they look like they're avoiding their pain and denying their pain. А мужчины вследствие культурной обусловленности, вследствие того, как их научили справляться со своими чувствами, они очень часто выглядят так, как будто они избегают эмоционального контакта, избегают боли и избегают о ней говорить. И отрицают также очень часто. Да. But actually, men care just as much as women. It just looks different. На самом деле мужчинам точно так же все это важно и больно, просто это выглядит по-другому. Everybody wants a safe, passionate, connected relationship. Каждый хочет безопасных, страстных, надежных таких отношений с хорошей соединенностью. And so the work of being in a couple or working with couples, it's not about working with issues. И когда мы работаем с парами, мы на самом деле работаем не с проблемами, не с темами, которые они приносят. Every couple has issues and always will have issues. У каждой пары есть проблемы, и всегда будут они, это нормально. It would be so boring if we didn't have issues. И было бы так скучно, если бы у нас не было этих проблем и не было этих тем наших болезней. Even if we solve one, another one will come next week. И даже если мы одну какую-то тему или проблему решили, все равно на следующей неделе следующее что-то появится. The skill that we all need to develop is how do I stay connected to someone who handles issues differently than me. That's the skill we're going to be working on in Imago relationship therapy. И тот навык, который нам нужно развить, и которым мы будем заниматься, он состоит прежде всего в том, чтобы поддерживать связь с человеком, который действует, реагирует иначе, чем мы, который другой. И мы будем заниматься этим, когда будем обращаться к теме исцеления отношений с матерью. First of all, you're a wonderful translator. Thank you. Thank you. Она хвалит меня за перевод. Мне немножко... Translating all of this, I know it's not easy, so I appreciate you a lot. Она говорит, я понимаю, что переводить это все не очень просто, то есть я очень ценю. Thank you so much. Лена у нас большой мастер работает с психологическими переводами. Irina says... Okay. Yeah. But, you know, couples just get so discouraged about this. But you know what? We don't fall in love with someone like us. We fall in love with someone different than us. И парам иногда бывает так трудно, они прямо, совсем теряют иногда надежду. Но суть-то в том, что мы же не влюбляемся в людей таких, как мы. Мы влюбляемся в людей, которые отличаются от нас, которые не такие, как мы. Because indifference, and if we don't pay attention to that, it becomes conflict. But in difference, there's possibility for change
and growth and healing. Потому что именно в этих различиях лежит для нас шанс и возможность для развития, для роста, для исцеления. И если мы этого не понимаем, то отсюда тогда и возникает конфликт. And we talk a lot about that in the training, in the couples workshop. There's a lot to unpack about that we don't have time today. Мы очень много об этом говорим на наших тренингах, на наших воркшопах, семинарах для пар. Но мы не будем обо всем этом говорить, конечно, сегодня, но там мы, условно говоря, распаковываем это очень подробно. I just don't want those of you listening to feel bad about yourself, thinking you keep choosing the wrong person, because I don't believe that. Я просто хочу, чтобы те, кто нас сейчас слышит, чтобы вы, слушая это, не чувствовали себя плохо и не считали, что, ну вот, вечно я выбираю неправильных людей, да, вечно я выбираю не такого партнера. С вами все в порядке, вы выбираете как надо. And actually, the research shows that. И на самом деле исследования показывают то же самое. We choose friends who are like us, but not lovers and partners. Мы выбираем друзей, таких как мы, похожих на нас, и мы выбираем не похожих на нас партнеров и любовников. So, I know this is a lot of information. I hope people are having some questions come up. I want to say just a little bit about the brain, and then how I'll say a little bit about how we start to work in an office differently with couples, and then we'll take some time for questions. Она говорит, я понимаю, что я очень много информации даю, надеюсь, что вы не устали, наверное, у вас уже начинают появляться вопросы. Я сейчас поговорю немного о работе мозга и дальше о том, как в кабинете у специалиста мы работаем над тем, чтобы начать действовать иначе, по-новому. Because будут ответы на вопросы. Да. There's actually so much exciting and hopeful depth in everything I'm talking about. Потому что во всем, о чем я рассказываю, что я сейчас затрагиваю как темы, на самом деле так много интересного и глубокого, что можно было бы еще рассказать, но, к сожалению, невозможно за один раз. And finally, we're knowing more because of brain research and changes in psychology and even theology. These changes are helping us understand how to have a relational life, not just an individual life. И на самом деле и исследования работы мозга, и последние достижения психологии, и дальше, и даже новая информация из области теологии, все нам рассказывает о том, каким образом вести нашу жизнь в отношениях, а не только иметь свою жизнь личную, да, внутри себя персональную. So let me talk a little bit about the brain, because every therapist and every person in a relationship, which is all of us, needs to understand how our brain affects us in relationship. Давайте я начну с разговора о деятельности мозга, поскольку каждому из нас, будь то психотерапевт или просто человек, который находится в отношениях, как все мы, да, нам нужно понимать, как работает наш мозг и как мы реагируем. And so I want to keep it very simple, but I want you to make sure you get the main point. Я очень постараюсь просто рассказать, но надеюсь, что вы поймете главное. And all of us human beings, we have what's called an old brain. It's the back part of our brain. У каждого человеческого существа есть древняя часть нашего мозга, которая расположена сзади, да, внизу. It's very primitive, and it has one job: keep us alive and keep us safe. Это очень примитивная, имеется в виду не примитивная, а древняя, да, такая
часть, у которой только одна задача – поддерживать нас живыми, да, сохранять нашу безопасность. And it's so primitive, it cannot tell time, and it cannot tell the difference between dangers that are big or dangers that are small. И эта часть настолько примитивна, настолько первична, что она не различает на самом деле очень многие вещи. Например, она не различает времени. И она также не может проводить различия между большой опасностью и опасностью малой, незначительной. And we call this our reptilian brain. Это рептильный мозг. And it has to keep us alive, and it's just like the animals in the forest. When we don't feel safe, we either go into fight or flight. И эта часть, она есть у всех, и это наша животная часть. И она была призвана когда-то, когда мы жили в лесу, включать у нас только две простые реакции. Так называемую «бей или беги» реакцию. And until we feel safe enough, we don't have access to this part of our brain called the new brain. И до тех пор, пока мы не находимся в безопасности, пока мы не почувствуем себя в безопасности, мы не имеем доступ вот к этой части, передним лобным. Yes, here's the reptilian brain. Because this part of our brain is where we think and we process and we analyze. Потому что вот этой частью мозга мы на самом деле думаем, мы анализируем, мы обрабатываем информацию. This part of our brain, we just react. А вот этой задней частью мы только реагируем. So what's interesting about being in a relationship, unconsciously, you're with someone who may remind you and will remind you of situations from your past that were hurtful or scary. И когда вы находитесь в отношениях, вы будете находиться с кем-то, кто, может быть, а скорее всего точно будет напоминать вам о том ком-то, о тех других людях, которые в детстве были для вас, возможно, там небезопасно, общение с которыми, возможно, было болезненно. And I'll be saying more in the future about that's not a bad thing. It's an opportunity for healing, but I won't go into a lot of that today. И это неплохо, но это возможность к изменениям и исцелению. Более подробно я не буду сегодня об этом уже говорить, но вы понимаете, как включаются эти реакции. So when we're in pain or fear, some of us, what we do with our energy is we expand our energy. Yes, just like that reptile. И очень многие из нас, когда мы находимся в боли или в страхе, что мы делаем? Мы делаем такой эмоциональный выплеск, да, вот именно такой реакции, как сейчас сказала я. We talk more, we ask more questions. Мы больше говорим, мы задаем больше вопросов. Like, why are you late? Why don't you ever do this? Why didn't you do that? Почему ты опоздал? Почему ты вот это не сделал? Почему ты всегда вот так вот делаешь? We women are very good at this. У нас у женщин это прекрасно получается. We maximize our energy when we're scared. То есть, когда нам страшно, мы максимизируемся, мы усиливаем свою энергию и свои эмоциональные, свою экспрессию эмоциональную. Oh my God, it's so hard for us to keep our mouth closed when we're scared. Нам так трудно просто молчать, когда нам грустно или плохо. We turn into, well, we say in English, we turn into hailstorms. По-английски мы это называем hailstorms, то есть такие адские молнии, знаете, мы мечем гром и молнии в эти моменты. And of course we have good intentions, we just want to fix the problem. И, конечно, мы это делаем с наилучшими намерениями, мы просто хотим исправить проблему.
But guess what? Our partner does the opposite when they don't feel safe. Но теперь дальше догадайтесь, что происходит с партнером. Когда он хочет решить проблему, он делает наоборот, он делает противоположное. We fall in love with people who minimize their energy when they don't feel safe. Мы влюбляемся в тех людей, которые минимизируют свою энергию, когда они не чувствуют себя в безопасности. They become turtles. Они реагируют и действуют как черепахи. They pull their head in Они and втягивают голову. they avoid, they don't want to cause more problems, so they avoid discussing it because they don't want the fight to get worse. Они избегают обсуждения, они не хотят продолжать конфликт, да, и они стараются минимизировать эмоциональный выплеск в данном случае, поэтому они уходят от обсуждения. And it's so important to see that both people have good intentions. И здесь очень важно видеть, что у обоих людей, участвующих, у них есть изначально добрые намерения, да, за этим поведением. And they both want safe connection, but when they don't have it, they defend themselves in opposite ways. И они все хотят вот этой безопасной связи, но когда они ее не получают, они защищаются разными способами. And then that really scares the other person. И тогда это начинает пугать другого человека. And then the more the minimizer acts like a turtle, the more the maximizer hails. И чем больше они, как черепашки, втягивают голову в себя, тем больше другая сторона наращивает свои громы и молнии. And the more they get scared, the more polarized and self-absorbed they each become. И чем больше они пугаются, чем страшнее им становится, тем больше они поляризуются, скажем так, да, тем больше они уходят в себя. And so that's so painful because now they can't feel that wonderful connection they had in the beginning. И становится так больно именно потому, что они уже не могут больше чувствовать ту чудесную связь, которая у них была в начале. And because they're both good people, they don't understand this. And since they both tried hard, they think it must be the other person's fault. И поскольку каждый из них хороший человек, и каждый из них очень сильно старается, каждый из них начинает думать, что проблема в другом человеке. So they think, oh, I fell in love with the wrong person. I have to get a divorce. И они думают, ну вот, я влюбилась не в того человека, мне надо развестись. You've changed. I'm still the same, but you've changed. Я все та же, но ты-то изменился. I don't feel like I used to feel. This must be wrong. Я чувствую уже себя не так, как раньше, да, это ощущается совсем по-другому. Здесь что-то не так, это неправильно. And this, if you start to think about it, is probably a familiar dynamic for all of us. И если вы об этом подумаете, я думаю, что вы обнаружите, что это очень знакомая динамика для всех нас. And so what I want to do is normalize this, and our job as conscious, mature adults is to learn to react differently when this situation occurs. И я хочу прежде всего нормализовать это. И думаю, что как взрослых, зрелых, как у взрослых, у зрелых людей, у нас есть первая и главная задача начать действовать иначе. And that's going to be the relationship work that we're going to be learning together, whether it's personally or professionally. И это будет та работа над отношениями, которую мы будем делать вместе, независимо, то есть мы это будем делать для себя и лично, и профессионально. And
anybody who's a therapist or a mental health professional listening today, when you see a couple reacting this way, I want you to know they're a really great couple and they need your help learning how to reconnect safely because they don't know how. They want to do it, but they don't know how. И если вы терапевт или психотерапевт, и вы работаете с парами, я хочу, чтобы вы прежде всего понимали и помнили для себя, что это прекрасная пара, но они хотят снова обрести то соединение, которое у них когда-то было, и у них не получается это сделать. So before I talk about professionals, I just one last thing about the brain. И когда я вот сейчас говорила о профессионалах, я вспомнила, что хотела еще одну вещь сказать о работе мозга. It's true that turtles can explode and become snapping turtles if they hold their energy in too much. Да, это правда, что и черепашки тоже могут взрываться и тоже могут выражать свою энергию очень ярко. Это нормально, особенно если эти черепахи до этого слишком сильно себя сдерживали. So some of you have become snapping turtles, or you're married to somebody who was so quiet, and then all of a sudden they became some horrible, angry person. И, возможно, кто-то из вас узнает себя в таких вот черепашках, которые вдруг внезапно начинают взрываться, или, может быть, ваш партнер, который всегда был таким спокойным и тихим, и рассудительным, вдруг взорвался неожиданно для вас и стал таким прямо ужасным, страшным человеком. And some of you, such talkative, nice people, learn to just shut up and not talk at all and just be quiet. А, возможно, кто-то из вас, таких приятных, разговорчивых, очень милых людей, вдруг неожиданно научились, вернее, просто вдруг научились замолкать, молчать и ничего не говорить и не делать. But, you know, it's easy for us to react to each other, but we're going to have to learn how to stay safe on behalf of the relationship, not just how I feel. That's the direction we're going. И, конечно, вы все реагируете друг на друга, но мы будем учиться реагировать и действовать в пользу, на пользу нашим отношениям, а не просто так, как нам хочется, исходя из наших защит. Реагировать не исходя из того, что мы чувствуем в отношениях, а реагировать исходя из того, что мы хотим создать в отношениях. So reacting not on behalf of how we feel, but on behalf of what we want to create. And that's a big switch in our brain and in our culture. And it's not easy. And if anybody thinks this is easy, nothing easy. But it's also not easy to stay alone and in pain. И это большое изменение, то есть здесь следует так переключиться, переучиться. И культурно для нас это очень сложно, потому что мы обусловлены, да, мы выросли иначе. Но поверьте, это легче, чем оставаться в боли, оставаться в одиночестве, чем проживать расставание. So that's the direction we're going. And there, again, we're going to be changing old survival strategies. And so that's challenging. И вот это то направление, в котором мы будем двигаться, и мы будем работать с изменением своих стратегий выживания. Это не просто, но это большая, хорошая работа. And we won't be spending much time today, but the good news is we have some skills that help us control this reptilian brain, and it's called the Imago Dialogue. И мы не очень много будем об этом говорить сегодня, но хорошая новость заключается в том, что у нас есть способы влиять на свой рептильный мозг.
И этот способ называется диалог и мага. And in our trainings and in our workshops, we're helping couples to speak one at a time and listen to each other and not argue. And we're really helping them change their brain. И на наших тренингах и семинарах мы обучаем пары не разговаривать одновременно, не ругаться, но при этом слышать друг друга и договариваться. And it's a skill that we develop that's actually, I think, in my mind, it's actually what it means to love somebody, to actually see and hear and be with them, regardless of my reality. И это такой навык, развитием которого мы будем заниматься. Я думаю, что когда мы любим человека, наша главная задача – это видеть его, слышать его и быть с ним, вне зависимости от наших привычных защит и от того, что мы думаем. And so those of you who are professionals, what you will be learning to do is to facilitate connection with the use of this dialogue so you don't get seduced into trying to negotiate arguments. И если вы профи, который работает с людьми, то мы будем учиться быть такими фасилитаторами в том, чтобы восстанавливать связь между людьми, вместо того, чтобы становиться таким третейским судьей, да, и пытаться решать проблемы за пару. Imago therapists are always neutral and supportive of the relationship, of not one person, but supportive of the relationship. И хороший терапевт, он всегда нейтрален и всегда поддерживает сами отношения и работает на благо самих отношений, а не как бы на стороне, да, кого-то из партнеров. And it's a real skill to do that. It takes, I think, a lot of training, and it's incredibly hopeful and helpful and effective. Это прекрасный навык, который, тем не менее, требуется время, да, чтобы натренировать, и он необычайно полезен и необычайно помогает и очень эффективен. Because we want not only to be safe partners, but we want to be safe therapists for couples. Потому что мы с вами не только хотим быть безопасными партнерами, мы также хотим быть безопасными терапевтами для своих клиентов. And when we start taking sides or negotiating, it won't be safe and our couple won't stay and work on their relationship. И когда мы с вами начинаем занимать одну из сторон, или когда мы невольно оказываемся втянуты в переговоры, тогда мы, как терапевты, теряем ту эффективность, которую могли бы иметь. So I think I'm going to take a pause here because I'm very eager to hear from some of the people who've been listening, what kind of questions or thoughts. I really wish that I could meet everybody right now. It's so exciting for me to be doing this and thinking I'm speaking to Russia right now. И я сейчас остановлюсь, и мне очень было бы сейчас интересно послушать, какие у вас есть вопросы и какие у вас есть отклики, потому что мне на самом деле, конечно, очень не хватает того, чтобы вас увидеть сейчас всех, и мне очень приятно и радостно, что я говорю с Россией. And you know, there's no bad questions. Ну и вы знаете, что плохих вопросов нет, да, не бывает. Я подойду поближе к компьютеру, чтобы не было видно вопросы, и будем их переводить Ребекке. So Irina will approach the monitor so that she can see the questions better, and we will translate the questions to you. Okay? Thank you, and I really want to appreciate everybody's patience and attentiveness today. И я еще раз хочу поблагодарить вас всех за ваше терпение и за ваше внимание сегодня. Вопрос про отношения с родителями.
So we have a question about a relationship or relations with elderly parents. It's been more than 10 years that I'm trying to fix that relationship with my parents, but it's still very tense. They don't communicate to my sons neither. My sister is against me and my family, and so she tunes my elderly parents against me as well. And I have a feeling that I impose myself. Is it worth is it worth continuing to fix that relationship? Is it worth working on it, or should I quit? Thank you for your answer. Oh, thank you for that question. Спасибо за ваш вопрос. And I don't know all the circumstances, but it certainly sounds like it's still a very, very important question and relationship for this person. Я не знаю всех обстоятельств, но так слышно, что это очень-очень важный и очень болезненный вопрос для этого человека. And of course, it makes sense that she wants a relationship with her parents, and she wants her son or her children to have a relationship. И, конечно, очень понятно по-человечески, что ей требуются эти отношения с родителями, и что она хотела бы, чтобы у ее сыновей были эти отношения. And I don't really know what's happened, but Я не знаю на самом деле, что там произошло. And maybe it matters, maybe it doesn't. I can't make that judgment. Может быть, это важно, может быть, нет. Я не могу это суждение вынести, да, сама. And so what I'm going to say might sound a little provocative, but she can just think about it. И то, что я сейчас скажу, может быть, прозвучит немножко как провокация, но вы могли бы об этом подумать. And I'm going to wonder out loud what it might be like for her to say to her parents, I really appreciate you as my parents and as my child's grandparents. И я бы предложила вслух произнести: я очень ценю вас как своих родителей и как бабушку и дедушку для моих детей. And for her to ask her parents first, what would you like me to change in our relationship so we can have a better relationship? И я бы предложила напрямую спросить у родителей, что бы вы хотели, чтобы я изменила в наших отношениях, так, чтобы наши отношения были, так, чтобы они наладились. She may not like it, she may not agree with it, but it would be important for her to at least understand what their concern or their hurt or their criticism is. Возможно, ей не понравится то, что я сейчас говорю, и, возможно, ей не понравится сам этот процесс. Но, по крайней мере, для нее очень важно услышать, чем недовольны родители, в чем их боль, в чем их претензия. And perhaps, and again, I'm not saying she should do this, perhaps say, oh, well, thank you for telling me. I didn't know that, or I'll think about that. И далее, чтобы она могла сказать: спасибо, что вы мне это говорите, спасибо, что я это услышала. Опять же, Ребекка говорит, возможно, вам это не понравится, и я не настаиваю, чтобы вы так делали. I think the big thing is not to argue and not to be defensive. Я думаю, что здесь очень важно не спорить, да, не ругаться, и при этом также не становиться в защиту, в защитную позицию. And then she could just say, if she wanted, well, I have a different perspective. I hope that sometime we can talk about this in a safe way. И также дальше вы могли бы сказать:
Ну, я вижу это по-другому, и я надеюсь, что однажды мы сможем поговорить об этом в безопасной атмосфере, в безопасной обстановке. And just do the best she can to make this between her and her parents and not with the sister. И далее просто сделать все, что можно, чтобы это было напрямую между ею и вами, да, и вашими родителями, но никак не с посредничеством вашей сестры. So that's kind of a really short, shallow answer, but I can say I can see that this really matters, and I hope that she will try to work on it in a safer way and maybe get some help. Я понимаю, что для вас это очень короткий и, возможно, не очень такой обстоятельный ответ, но единственное, что я слышу, это то, что это действительно очень важно, и, возможно, я надеюсь, да, что вы продолжите работать с этой темой и, возможно, даже обратитесь за помощью. И надеюсь, это будет эффективно. So thank you for the question. И в любом случае спасибо еще раз за вопрос. Следующий вопрос от женщины про отношения с мужчиной, достигая полного расположения партнера, когда есть уверенность в его серьезных намерениях, появляется желание сбежать. The next question comes from a woman. She says that as soon as she gets her partner totally disposed and open to her, she has this urge to run away from him. And as soon as she is sure that he is serious in his intentions, she tries to hide or to run away. And so her question is, what is it? What's the fear? Is it the fear of being responsible for something? Is it the fear of being rejected, or the fear that he will leave me? Or maybe I'm you know, a vampire woman, that I use my partners and leave them. So it sounds like she has a lot of wisdom already. Похоже, что вы уже очень мудры. I mean, I don't know her, but she sounds like she has a lot of good thoughts and curiosity about herself, and I really like that. When you're curious about yourself, like, why am I sabotaging this? I'm afraid of something. What am I afraid of? I like that she knows she's afraid of something. I like this a lot. Во-первых, что я замечаю, что у этой женщины есть очень много таких хороших и правильных размышлений, и очень много правильного, здорового, такого исследовательского любопытства по отношению к себе, по отношению к тому, что происходит с ней. И уже сам тот факт, что вы задаетесь вопросом, что со мной происходит, почему я убегаю, это уже очень хороший признак. And just two things. Of course, I would love it if she could discuss her fears, even if she's not 100% clear. I would love it if she could discuss with her boyfriend. И я бы, конечно, предложила, чтобы вы обсудили свои страхи со своим мужчиной, даже если вы в них не уверены, даже если вы не полностью уверены в партнере, просто чтобы вы могли об этом поговорить. And to just be curious and try not to be judgmental of herself, but to be curious. И чтобы вы могли просто быть такой, знаете, любопытной в хорошем смысле этого слова, чтобы вы могли исследовать себя, да, не оценочно судить о себе и критиковать. And again, it's a deeper question than we have time, but most of that fear is from her past in childhood. Most of it is not about her partner. Only maybe 10% is a fear with him. Most of those fears have come with her baggage.
Ну и, конечно, здесь нужно сказать о том, что большая часть этого страха, она не связана с этим партнером напрямую. К партнеру, вероятно, относится только 10% этих страхов, а большая часть из них, она принесена с собой в этом эмоциональном багаже, который идет из детства. Yeah, so good for her that she's curious and continue to be curious and not judgmental of yourself and try to discuss with your partner. И это очень хорошо, что вы можете с интересом наблюдать за собой, продолжайте исследовать себя, продолжайте и говорите об этом со своим партнером. Вы молодец, это очень хорошо, и исследуйте этот страх дальше. So, Rebecca, Екатерина, имя тоже прочитать. Екатерина Борисова from St. Petersburg. She says hello to you. How wonderful. Yes, and she's a student of the previous course. Yes. Как чудесно, Ребекка говорит, я рада. She says, I'm so happy to see you and to hear from you. I miss you terribly. 2 years ago, I met him, you know, with capital letters, him. And I explained, finally, at last, finally, he is not like any one of my adults from my childhood. So I have 2 years of romantic romantic love and relationship, and I was so much surprised, and I was wondering how great it was, and that this was a miracle. But the laws, they continue acting. You know, you cannot change the laws. And now my reptilian brain says, flee. And I have this terrible feeling that it's all hopeless, and I'm meant to meet people from whom I want to get away, from whom I want to escape. This is my strategy. I distance myself from the person. So where do I take the energy to reestablish our contact? Thank you. Oh, what a wonderful, conscious lady. Ой, какая чудесная, замечательно осознанная девушка. And I'm so glad that she got a good 2 years in the romantic phase. И я так рада, что целых 2 года прошло в романтической фазе, и что это были такие хорошие, приятные 2 года. And she's right on schedule because now's the time to become an even more conscious woman. И на самом деле вы прямо идете по расписанию, потому что именно сейчас наступает время, да, фаза, период, когда нужно стать сознательной и когда нужно задуматься. And I'm glad she has some skills already around how to dialogue, because now she's going to have to learn to listen to him and share her fears also, and her disappointments and her desires, and learn to live with somebody who is just as imperfect as her. И я рада, что у вас уже к этому моменту есть наработанный навык хорошего диалога, такой, который позволит вам обсудить свое разочарование, свои желания, свои надежды, свои чувства, что-то, что идет не так. И с тем, чтобы вы могли понять, что он настолько же несовершенен, как и вы. And, you know, it's possible to have that wonderful, loving connection again, but you really have to learn to do this hard work of understanding another person and their perspective before you can get back to that, I think. И на самом деле для вас существует возможность заново восстановить эту связь, но ей должна предшествовать достаточно трудная работа по пониманию другого человека, по попытке понять, услышать, да, что он пытается сказать. Но это необходимая фаза, прежде чем ваша связь сможет быть снова восстановлена
такой, как она была. And it's a wonderful gift to have someone who is willing to do this with you. И на самом деле это, ну, просто подарок, что есть кто-то, кто готов это делать вместе с вами. So tell her I hope I get to see her this summer when I'm in St. Petersburg. И да, она просит сказать вам, что очень надеется увидеть вас летом в Санкт-Петербурге, когда она приедет. And I'll help them take the next step so they can have that passion back. И я очень надеюсь, она говорит, ну, скажем, сопроводить вас в новую фазу, да, ваших отношений, когда вы придете снова, да, на семинар, придете учиться. Так. So, Rebecca, another question. Yes. My second relationship, as well as my first, began and ended in the same way. In the first turn, it was the financial question. The guys become very lazy. They don't want to put any objectives for themselves. They don't want to achieve anything. And I take up the role of a man. After that, this person stops being interesting to me, and I lose my interest. And I don't know how to ask this question. Probably I should put it this way. How do I stop taking on all the responsibility on myself, right, in this relationship? How do I learn to ask for help from a man? How do I learn to rely on him? And how to trust that I don't have to carry this relationship instead of him? Well, again, what a very wise woman who already, I think she's very wise and conscious. She knows. Опять же, я думаю, что это очень разумно и очень мудро. That she needs to be able to ask for help before she gives too much help. Вам нужно научиться просить помощи, прежде чем вы сами оказываете эту помощь. And I think she's very smart because I think she's starting to realize she's attracted to this dynamic. И я думаю, что очень хорошо и умно с вашей стороны, что вы начинаете замечать свою динамику, к которой вы, ну, условно говоря, привязаны, да, в которой вы находитесь. And so she's choosing probably the right partners, and she knows she needs to change her behavior. She chooses the right partners. She's choosing the right partner, and she needs to change her behavior. И Ребекка говорит, что, возможно, вы как раз-таки очень правильных партнеров выбираете, потому что вы осознаете с ними, что вам требуется изменить свое поведение. And so, and of course, these men need to change their behavior. И, конечно, этим мужчинам тоже требуется изменить свое поведение. And it's a dynamic that they're both creating. Это такая динамика, которую они создают вдвоем, которую вы с ними вдвоем создаете. And I suspect, and again, this is where you can't say too much just on a webinar, but I suspect she's creating a childhood dynamic where she was the caretaker for others. I suspect, but I don't know. И опять же, я не знаю, и это трудно выяснить в формате такого вебинара, но я подозреваю, что вы воссоздаете некую свою детскую динамику, где, вероятно, вы были тем человеком, который заботится о других. And so I really want to invite her to start to read Harville Hendricks' book and be curious about this. Could you repeat, please? I want her to read Harville Hendricks' book, Getting the Love You Want. It's in Russian. And start to be curious about her childhood dynamic. И я посоветовала бы вам прочитать книгу Харвилла Хендрикса,
как название? По-английски Getting the Love You Want, и она вышла на русском языке. В 2005, по-моему, году в издательстве «Эксмо». Сейчас, к сожалению, вот так, в прямой продаже нет, но можно ее найти не через магазины, а там с рук у кого-то купить. Но мы знаем, что в издательстве «Миф» готовится издание этой книги, так что скоро в продаже. И помимо того, чтобы прочитать эту книгу, Ребекка еще также рекомендует начать исследовать вот эту детскую динамику свою, да, когда образовалась потребность брать все на себя. And again, it's a really good question. I think she realizes she needs to change, and until she does, it's very hard for the partner to do that because she's thinking about this. But it's a dynamic, and it's not bad. It's just an invitation for growth, and I hope that she will take this challenge and start to understand herself a little more on this. And congratulations for her thoughtfulness about this. Ну и Ребекка говорит, что здесь очень важно понимать, что это такое приглашение к изменениям. Да, здесь есть определенная динамика, которая вами хорошо осознается, и прежде всего Ребекка поздравляет с тем, что вы так осознанно подходите, видите эту динамику и готовы работать с ней. И она подтверждает, что это такая возможность вырасти и измениться. И партнерам будет очень трудно измениться, пока вы сами в себе не измените вот эту вот потребность заботиться и брать все на себя. We have a professional question. Okay, and that will this be our last question? Да, и Ребекка говорит, что это будет последний вопрос. Так. Yes, a professional question, please. I love that. Да, она говорит, я очень люблю профессиональные вопросы, пожалуйста. So she asks, do I get it right that you consider that any relationship should be kept? Are there any situations when the relationship has come to an end, is over? How do you recognize that? How do you know if it's over, if it should be ended or not? Oh, that's a great question. Прекрасный вопрос. And I will answer it from my personal perspective. Я отвечу со своей личной точки зрения. As a professional, every couple that comes to me, I believe they want the relationship, or there's enough energy that they're trying to make something better, and I would like to help them focus on that. Как профессионал, к которому пара приходит, я считаю, что каждая пара, да, любая пара, которая пришла, она несет энергию, имеет энергию для сохранения отношений, или они желают измениться. И нам нужно видеть и признавать эту энергию. And it's not my job to judge whether they should stay married or not. И не моя задача и не моя работа решать, нужно ли им оставаться в браке или нет. And I believe no professional should ever give that opinion. И я считаю, что ни один профессионал никогда не должен такое свое мнение высказывать. That I want to, and I will tell every couple, please do not decide to divorce until you've done some work to understand what's happened, because you did not get married in order to get divorced. And until you understand how you got here, you cannot make a conscious choice. И я всем парам говорю следующее. Пожалуйста, не принимайте решения о расставании или о разводе, пока вы не поняли, каким образом вы оказались в той точке, в которой вы оказались как пара. Потому что вы поженились не для того, чтобы развестись, да? Вы женились не для того, чтобы развестись. Но пока вы не поймете сознательно, как вы пришли в эту точку, вы не даете себе или своим отношениям шанса. Следующим тоже. Да, и следующим тоже. And I am very serious with couples that
if you don't work hard to understand this, you will divorce and you will be a victim and you'll blame the other person. And then it's very, very likely you will recreate the same dynamic again. So please do this work and then make a conscious decision. И я очень твердо и настойчиво всегда сообщаю парам о том, что сначала вам нужно проделать достаточно трудную работу, постараться по тому, чтобы увидеть, осознать, каким образом вы построили те отношения, которые построили. Потому что если вы выйдете из отношений, не осознав это, вы останетесь жертвой этих отношений, у вас будет позиция обиженного, позиция того, с которым несправедливо обошлись. И вы, скорее всего, оказавшись в следующих отношениях и не вынеся урока из предыдущих, окажетесь в той же самой точке и будете иметь тенденцию воссоздавать те же самые динамики. So I will do my very, very best to help them do the work, and then I will do the very best to support their decision. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам сделать эту работу. И я очень буду стараться to support this decision. И я буду очень стараться поддерживать вас именно в этом решении, разобраться, что происходит. But I can tell you, and the research shows this, that couples who do the Imago therapy and start to experience safe connection again, most of them do not get divorced. И статистика наша показывает, что те пары, которые идут в имаготерапию и уделяют внимание и время тому, чтобы разобраться в своих отношениях, им удается восстановить эту безопасную связь, и они чаще всего не разводятся. But again, those that do, it's not a good or bad thing. It's just really wonderful that they've done the work, so they're not blaming each other. Но те, которые все же разводятся, еще раз скажу, что это не хорошо и не плохо, но они сделали прекрасную работу, которая помогает им иначе выйти из этих отношений и сохранить нормальные, скажем, нормальные отношения друг к другу и коммуникацию, вместо того, чтобы обвинять друг друга и обижаться друг на друга. And it's a great question. I hope that we'll have lots of time in the future to discuss it. И это прекрасный вопрос, и я думаю, что в будущем у нас будет много времени и возможности его обсудить еще. Because I think couples need therapists who believe in their potential and don't get seduced by their conflict. И потому что на самом деле я считаю, что пары нуждаются в таких терапевтах, которые будут видеть их потенциал и верить в их потенциал, вместо того, чтобы вовлекаться в их конфликты. So I'm very excited to be there this August to start a new class and hopefully have more webinars with you. И я с нетерпением буду ждать возможности сделать это, обучить вас, да, показать это в августе, когда я приеду в Санкт-Петербург, чтобы давать семинары. И также надеюсь на то, что мы еще встретимся на вебинарах. Спасибо огромное, Ребекка. So thank you so much, Rebecca. Мы действительно очень ждем следующий вебинар, который запланирован на июнь. We are really looking forward to the next webinar, which is planned for June, which is scheduled for June. И тем участникам, которые сегодня принимали участие, маленькая информация относительно того, что да, если у вас интерес личный, то в июле запланированы семинары для пар и в разных городах. В августе это Иркутск, Самара в июле, и в июне Санкт-Петербург, и в июле Санкт-Петербург тоже. Так что если у вас есть задачи, в которой сейчас вы находитесь в отношениях, и вы хотели бы сдвинуть их вот с этой качающейся точки, welcome, мы будем очень рады вам. И для тех, кто подумывает о том, чтобы принять участие в профессиональной подготовке,
у нас есть возможность организовать 2 вводных дня для того, чтобы вы получше познакомились, поняли, насколько это ваше, лежит ли у вас к этому душа, интересно ли это будет для нас. И также эти курсы будут в июне и в июле. Спасибо большое за участие всем.